Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Рэй. Ну что ж, с успехом прошли все 4 концерта BTS Permission to Dance on Stage в Лос-Анджелесе. И когда эмоции уже немножко подутихли, самое время как раз таки обсудить с вами все особенности этого концерта, что мы заметили, поделиться с вами впечатлениями. В общем, все по порядку сегодня будем с вами обсуждать. Погнали! Итак, друзья, немного статистики. В истории стадиона Sci-Fi было продано на концерт BTS рекордное количество билетов. В целом 813 тысяч зрителей посетило концерт за 4 дня. Билетов в трансляции было продано 581 тысяча, и компания заработала 33,3 миллиона долларов. Это еще без учета продажи билетов на онлайн-трансляцию. И да, это еще и без учета продажи сопутствующих товаров, а тут, я думаю, что доход был, может быть, даже и выше, чем от продажи в целом билетов, потому что огромные были замечены очереди к всем вот этим вот палаткам, которые занимались продажей мерча всякого разного. Вот, допустим, очень растиражированная была история про фотокарточки с Чонгуком, которые, кстати, стоили больше там $140 за карточку, и фанаты прям боролись за эти карточки и очень сетовали на то, что их мало завезли и что они быстро кончились. То есть представляете, насколько мощный был ажиотаж. И я думаю, что продажа сопутствующих товаров, она действительно еще несколько раз окупила этот концерт. Конечно, мы испытали огромное количество эмоций, когда смотрели концерт, и про них мы расскажем поподробнее чуть позже. Но что касается номеров, эти номера мы уже обсуждали, когда делали обзор на онлайн-концерт. В принципе, постановки ничем не отличались, но, конечно же, это был лайв, и из-за того, что был совершенно другой формат, все смотрелось, конечно, по-другому. И вот на этом мы еще раз остановимся поподробнее. И мы выделили для себя номера, которые нам больше всего понравились именно на лайве. Об этом тоже мы поговорим потом. Да, а сейчас мы поговорим как раз о тематике, да, которая пронизывала, скажем так, весь концерт, да. Я думаю, что ни для кого не секрет, что перевод Permission to Dance это, разрешение, да, на потанцевать. Да. Вот, да. То есть, ребята говорят, что нам не нужно никакого разрешения для того, чтобы танцевать. И вот, собственно, это был основной, так сказать, мотив. И начинался весь концерт с того, что ребята из такой импровизированной тюрьмы, да, освобождаются при помощи Тэхёна, да, при помощи того, что он вот где-то пронес у себя там во рту эту скрепочку, да, и все, и, освободил всех. И на самом деле, это достаточно символично, потому что в целом, да, то, что говорили много раз ребята о том, что 2 года без концертов им было очень тяжело, то есть они себя действительно чувствовали как в клетке. То есть любой артист себя без выступлений, да, без вот такой реализации чувствует запертым в клетке. И вся эта ситуация, она как раз была похожа на такого глобального надзирателя, на тюрьму, из которой ребята наконец-то освободились. И далее в некоторых сценах мы видим, как ребята, в общем так, находясь, можно сказать, в подполье, да, там в гараже сначала, они там синтезируют некое вещество, которое помогает людям, освободиться вот от этой всей ситуации, и людей делает более жизнерадостными, веселыми. В общем, это вот было показано неоднократно, да, что они там что-то шифруют, выделяют какой-то код, потом приходят, соответственно, в магазин, и там после этого встречают людей, которые все такие были вроде как будто зазомбированные, все в белом. Вот, ребята им показывают свои вот эти вот движения, за ними вся толпа повторяет, и после чего начинается кадр максимального крутого веселья. Вот, то есть вот этот вот момент, он пусть может быть не такой какой-то значительный, глубокий, философский, как до этого, да, какие-то были, у ребят же там много есть теорий по их творчеству и так далее. Но тем не менее, это очень важный посыл, о котором мы еще говорили, когда только увидели клип, увидели трек, да, что ребята несут в мир именно радость, позитивные эмоции, и людей потихонечку выводят из этого вот состояния анабиоза, да, в котором они пребывали из-за всей ситуации в мире, и потихонечку с помощью вот этих концертов возвращаются к нормальной жизни, полноценной, веселой
и действительно никому не нужно теперь разрешение для того, чтобы потанцевать и подвигаться вместе с BTS. Это вот очень круто, это нам очень понравилось. Конечно, хочется отдельно поговорить по поводу того, как живой концерт был наполнен в плане визуала. Прежде всего хочется отметить сразу, вот, главное, это гигантская волна Army Bomb. Это легендарное зрелище, ребята, просто вот мы смотрели и понимали, что жизнь продолжается, что все будет хорошо, что добро существует, и надо просто настраиваться на позитив, и тогда праздник обязательно наступит в нашей жизни. Невероятное зрелище, фантастическое, целый стадион объединился, все думали об одном и том же, все хотели одного и того же, и гигантская волна сначала в одну сторону шла, потом в другую сторону. Вы эти кадры сейчас видите на своих экранах, да вы их и видели до этого. Вот, просто хотелось начать именно вот с самого-самого важного, да. Потом, конечно, это надписи, да, было написано с одной стороны BTS, с другой стороны было написано Army. И в день рождения Джина было написано Джин, и он просто был в восторге, он стоял на сцене, чуть ли не плакал от радости. Далее хочется отметить то, что были доработаны заставки на экране, да, под треки шли немножечко другие заставки, как нам показалось. Конечно, очень крутая пиротехника, тем более в живом исполнении. Она была добавлена в нужный момент, это был просто какой-то праздник. И вот тот самый шар, да, который отправили в толпу на трек My Universe, это было очень круто. Планета Земля. Планета Земля, да, потому что, конечно, это возможно только на живом концерте, и именно это мы увидели. Конечно же, далее отметим появление спецгостей, что тоже беспрецедентно, да, это возможно было именно потому, что концерт проходил в Лос-Анджелесе, да, где многие из них базируются. И, конечно, начать стоит с танцоров, которые все 4 концерта максимально круто отработали. Это команда The Lab во главе с их хореографом Сиеной Лалау, которая как раз поставила хореографию к On. Make some noise for our beautiful dancers, The Lab! И я думаю, что многие из вас заметили, даже не только те, кто разбираются в танцах, насколько поменялась энергетика танцевальных партий. Да, когда мы видели, как местная, скажем так, команда танцоров, да, работала вот на протяжении 2 лет с ребятами и в онлайн-концертах и так далее. Не значит, что они прям плохие, но все-таки, да, они другие, все-таки энергетикой вот именно эти ребята, именно команда The Lab, они прям вывозят очень сильно, очень круто. Особенно, да, хочу отметить их появление не только в On, потому что это для них уже, скажем так, родная хореография, а появление, например, в том же Idol, где они максимально под конец круто раскачали, прям дали очень крутую энергетику, но об этом тоже я подробнее попозже скажу. На самом деле единственный момент, который, как мне показалось, был немножечко странный, это когда ребят-танцоров попросили изобразить музыкантов. Потому что мы с вами помним, да, вот в этом обзоре онлайн-концерта, где были точно такие же номера, как и в живом концерте, мы отмечали, что там сидят музыканты профессиональные, и много из них было чернокожих музыкантов, которые, видимо, как раз были привезены с Америки для того, чтобы отрепетировать максимально этот тур, да, и там музыканты были музыкантами, и отдельно танцоры выходили с музыкальными инструментами и создавали вид. Тут же настоящих музыкантов мы не увидели, мы увидели как раз тех самых танцоров, которые изображали музыкантов. Да. И если у кого-то это получалось более или менее похоже, то у некоторых это получалось совсем так, ну, забавно, особенно барабанщик, который да. бил не в те инструменты, которые звучат во время трека, это сразу, скажем так, спалило всю контору, да, это сразу было заметно. Но при этом, да, для кого-то, возможно, кто не сильно вглядывался, создавался прикольный эффект, что ребята, которые играли на медных инструментах, резко выпрыгивали и начинали танцевать. Вот, потом гитаристы, соответственно, да, выходили, тоже делали танцевальную партию. И вроде как создавалось впечатление, что, ну, как бы музыканты настоящие выбежали и что-то там делают, танцуют.
Но на самом деле, мне кажется, все-таки стоило отдать дань уважения и музыкантам, и стоило все-таки их показать, а танцоров пустить отдельно. Но это лично мое такое мнение. Ну да, потому что звучание это было живое, то есть они где-то играли за стенкой, но мы их не видели. Да. Мы видели танцоров, которые изображали. Да, вот так вот там барабанщик барабанил. Да. Потом, далее, соответственно, те, кто появлялся в зрительном зале, прежде всего это Холзи. Непонятно, почему она не вышла, так как сделали другие, о которых мы скажем позже, да, но тем не менее ее ребята очень тепло, горячо поприветствовали, ее показали на экране, да, она всем она помахала. просто была счастлива. Да, это было здорово. Вот. Есть такая информация, что был там Мэтью МакКонахи, актер со всей своей семьей, вот, и что у него даже были большие эти пакеты с мерчем всяким разным, то есть затарился он конкретно, и ведь, судя по всему, прям семья фанатеет с BTS. Это тоже достаточно такая мощная величина, да, как Мэтью МакКонахи. Ну, Мне кажется, вообще, в принципе, много знаменитостей было, да? да, но не всех их заметили, наверное, да, но вот об этом много было информации. Но теперь поговорим о том, кто непосредственно принимал участие, да, в концерте. Прежде всего, это Меган Thee Stallion, которая вышла на Butter. Это был, по-моему, третий день или второй день. Второй Да. день, по-моему, да. И, ну, конечно же, все ожидали, что что-то подобное будет. Тем более, что она не смогла поучаствовать с ними на премии, да, American Music Awards. Но вот тут она вышла и хорошо, очень так, ну, здорово дополнила всю картинку. Но хотя, конечно, в принципе, и без ее участия ребята максимально все круто делали и вывозили. Хореографии, к сожалению, под ее партию мы не увидели, вот той самой крутой, да, которую исполняли ребята. Но, тем не менее, в конце очень здорово было посмотреть, как они все качают, да, такое было расслабленное такое, да, выступление и достаточно кочевое. Ну и, естественно, это Coldplay. Трек этот, он создан для широкого исполнения. Он создан, вот буквально, вот моя вселенная, да, вот он для вселенной создан. И, наконец-то, мы увидели на стадионе это исполнение. И очень грамотно он смотрелся именно на стадионе, когда тысячи людей, широта звука, все кричат, все в восторге, плюс это последний трек, и так хочется, чтобы он не кончался, да, было очень здорово. Да, и вот с ним они максимально круто взаимодействовали, то есть все-таки то, что он приезжал в Сеул, да, и непосредственно с ребятами записывался, это видно сразу, что они много общались, что они сдружились, да, потому что они друг друга подкалывали, там что-то на сцене, прикалывались между собой. Обнимались потом, да, постоянно. в конце говорили ему, давай, как Эминем, он надевал капюшон, да, стоял там вот так. То есть это было, ну, очень здорово наблюдать, да, что на самом деле, да, Coldplay, ну, существует уже достаточно давно, то есть это группа с мировым именем, да, вот. А BTS теперь с ними вот так вот могут взаимодействовать, и солист Coldplay выходит в футболке официальной тура Permission to Dance, где изображены BTS, это дорогого стоит. Вот, так что присутствие гостей тоже было очень важным моментом вот в этом вот концерте. Конечно, хочется отдельно поговорить о блоке, где ребята отдельно общались с ARMY. You know what it is, right? Yes, of course. Что называется вот 1 на 1, да, когда на огромном экране видны все эмоции. Вау. И что меня забавляет, они каждый раз представляются, представляют, каждый себя по имени называет, да, как будто бы мы не знаем. Вот такая добрая традиция, очень милая, очень трогательная. И да, было проявлено очень много эмоций. I love you all. Thank you. На каждое буквально вот движение мимики толпа реагировала. Просто все сходили с ума. Это было круто. Да, ребята очень много благодарили фанатов, да, ну в целом из концерта в концерт ребята говорили самые важные слова, но тем не менее, ну, по сути, одно и то же, что и является, ну, основой, да, то есть это благодарность прежде всего фанатам за их присутствие, за то, что они с ними, они высказывали свои опасения, как нам кажется, вообще беспочвенные, что вот когда они сидели дома в течение этих 2 лет, да, они боялись, что вдруг какая-то часть людей
там, ну, отвернется от них, да, может, перестанет их слушать. Но это, да, это было, конечно, совершенно беспочвенно, потому что ребята обеспечивали всегда фанатов поддержкой, контентом, да, очень много работали. Я обещаю, что однажды мы вернемся, и я буду еще лучше хоть в 30, 35, 40 лет. Но, тем не менее, вот они боялись, что когда начнется концерт, может быть, людям не так будет это нужно, да, как они себе представляют. Ну, у каждого свои страхи. Да-да-да. Они, также вот Джей Хоп говорил, что он вообще в целом боялся, что будут ли вообще концерты когда-либо. То есть он хотел к этому вернуться, да, но он не понимал вообще, насколько это возможно, потому что ситуация развивалась совершенно по-разному. Но, что нас интересует, это, все эти слова, это, конечно, здорово, это приятно, но самое главное, что присутствовали моменты, скажем так, намеков на дальнейший тур. Интуиция подсказывает, и я чувствую, что мы снова отправимся в мировой стадионный тур. И, конечно же, в конце онлайн-трансляции 4-го заключительного дня всех порадовала надпись, что мы увидимся в Сеуле в марте 2022 года. То есть это уже, значит, есть официальный план какой-то. Билеты, насколько я проверял, еще не поступали в продажу, но, тем не менее, есть вот такие у компании планы очень грандиозные. Будем надеяться, что им уже суждено будет воплотиться в жизнь, да, и что все-таки и тур какой-то мировой состоится. Ну, либо, возможно, откроются к тому моменту как-то более широко границы, и многие люди смогут поехать в Сеул. Если до Лос-Анджелеса добираться было далеко, например, хотя и то есть у нас даже конкретно зрители, которые писали, что были на концерте, и это вообще очень мощно и очень круто. Это вдохновляет, да. Но до Сеула многим ближе, особенно кто с Дальнего Востока и так далее. Я думаю, что будет гораздо больше наших русскоязычных зрителей там. Ну, даже если границы не откроют, хотя бы корейцы сходят на их концерт, потому что, представляете, как корейская аудитория, обидно, в Америке концерты были, а в Корее не было. Да, да, безусловно. Поэтому вот это самый главный такой момент, да, который все-таки прозвучал уже более или менее официально, и мы ждем новых каких-то сведений об этом. Thank you. We don't need any permission to dance. Итак, что касается наших эмоций, конечно, это восторг, потому что начало живых концертов дает надежду, дает позитивный настрой. Ну, мы всегда настроены позитивно, но здесь мы прямо укрепились в понимании, что все будет хорошо, когда-нибудь обязательно будут туры, все будет нормально. Главное на это настраиваться, главное в это верить. Вот. И по поводу того, какие выступления нам именно на этом живом концерте понравились больше всего, мы вот буквально немножко выскажемся. Вы знаете, вот на живом концерте, вот на этом, мне больше всего понравилось исполнение This. Я объясню почему. На онлайн-концерте, когда мы вот обсуждали, мы тогда очень много внимания этому треку не уделили, поскольку этот трек, ну, как нам кажется, он создан именно для живого исполнения. Так он склеен, собран этот трек, он так вдохновляет, так человека раскручивает на эмоции. И на онлайн-концерте, ну мы не могли этих эмоций испытать, потому что, нету зрителей. Да, в этом треке, вот как мне кажется, есть момент какого-то общения со зрителем. Именно вот нужно это видеть, именно живые эмоции мы должны видеть, да, чтобы была отдача от зрителей, и тогда вот это развитие, оно будет просматриваться. И наконец-то я это увидела. Наконец-то вживую трек был исполнен при зрителях, и я вот здесь реально кайфанула. Именно на живом концерте вот этот мой любимый кусочек, он прозвучал именно так, как я его видела, как я его ждала. И я испытала именно те эмоции, которые я планировала испытать, когда увижу это исполнение вживую. Это было очень круто.
Повторюсь, трек создан для живых выступлений, он создан вдохновлять, он создан для того, чтобы мы все были просто счастливы. Да, здесь я, насколько понимаю, да, о чем вот Лена говорит, тут имеется в виду, что присутствие зрителей, оно дает ребятам такую энергетику для того, чтобы вот раскрываться максимально и трек презентовать именно так, вот как он звучит в наилучшем своем, да, как бы воплощении. Именно вот эти эмоции дают ребятам максимальное раскрытие своего именно таланта, да, то есть они насколько кайфово, да, они выступают, насколько кайфово они подают материал. И на самом деле вот в этом плане, да, хочется отметить вообще в целом весь концерт, потому что, конечно, когда на протяжении вот 2 лет мы с вами смотрели и обсуждали онлайн-концерты, был определенный какой-то уровень исполнения. Но когда мы видим, как ребята работают с аудиторией, да, и особенно я еще раз хочу отметить, как Шуга работает. Это потрясающе, во-первых, насколько хороший, мощный, плотный у него речитатив, да, идет, то есть он очень круто себя проявляет именно как рэпер, да, то есть очень это здорово и плотно, мощно звучит. И видно по лицу по его, как он зажигается и как он максимально кайфует от процесса именно работы перед аудиторией, да. И в целом, вот да, в треке в том же This Is, да, J-Hope, как, ну, подающий, скажем так, да, как тот, кто начинает этот трек, он сразу задает вот эту вот фанковую такую клевую волну, да, плюс сочетание с этой гитарой. Это, да, это прям, ну, очень здорово. Но мой любимый трек — это, конечно же, Idol. Вообще теперь я не воспринимаю другие версии, потому что, да, потому что вот конкретно Idol этой версии теперь для меня звучит именно так. То есть я когда его в голове воспроизвожу, я теперь воспроизвожу именно вот эту версию. Да. Этот мощнейший, крутейший брейкбит, который просто вообще максимально подстегивает всю толпу. Я говорю, что если бы я был там, я бы там устроил слэм, как я это там делал, на Prodigy и так далее. Я не знаю. Всех бы побил бы. Да, оценили Всех бы это, да, расшвырял. фанаты, которые были в зале, но я бы там просто месился бы в этом слэме, устраивал бы его сам с собой, не знаю, там бегал бы, кувыркался. Короче, это очень крутое звучание, очень мощно, и ребята этот, как бы, ну, вайб, скажем так, да, они еще и через себя пропускают. И то, как они там поливали водой, да, зал, как они там сами этой водой обливались, да, там вот как они себя в целом вообще вели, то есть максимально отпустили вообще вожжи, что называется, и прям колбасились, там трясли головами. То есть видно, что их эта, ну, вариация трека тоже максимально качает. И плюс к тому под конец еще вышли танцоры, которые добавили энергетики. С очень мощной, крутой хореографией. И, конечно же, потом в конце вот это немножечко отрезок культовой уже хореографии, да, ну, классической хореографии Idol. Он завершил всю эту картину и, ну, то, что мы говорили, да, дополнял еще и дичь всякая на экране, которая выскакивала, да, это тоже очень круто смотрелось, это такое, ну, творческое безумие было. Короче, вот этот трек просто меня максимально поразил, и теперь я готов его переслушивать и переслушивать. И хотелось бы, чтобы какая-то официальная версия вышла, его уже записана не только с лайва, а прям вот такое переиздание, да, переосмысление. Это мне бы очень понравилось, я бы его на повторе слушал много-много-много раз. Хочется еще дополнить, что, ну, возможно, это минус, не знаю, возможно, это плюс. В общем, не было видно лиц фанатов, не было видно лиц армии, а вы представляете, какие там были эмоции, да, там даже под масками было, наверное, видно по глазам, что люди просто сходят с ума, вот, и немножко вот, ну, мне лично не хватало голосов армии, они были очень приглушены. И мне хотелось их слышать громче, возможно, какие-то вот буквально отдельных бы каких-то людей показали. Знаете, вот мы, когда смотрели, вспоминали
легендарные концерты Майкла Джексона. И, ну, это концерты 90-х годов, да, там 95-й год, да, самый такой жесткий концерт. Вот с детства мы смотрели на кассетах, и мы, там, знаете, были выделены некоторые фанаты, которые подпевали, и мы эти лица вот с детства помним. Да, там вот Их именно эмоции. воплощение живых Да. эмоций таких. Просто вот там, вот я узнаю это лицо, если я его увижу. Вот я прям помню там одну девушку, там другую девушку, вот эти невероятные эмоции, когда люди просто от восторга сходят с ума. Именно персоналей вот не хватало мне лично на этом концерте. Не знаю, почему так сделали, возможно, чтобы как-то не отвлекать внимание, да, от ребят. Ну, как бы не было и не было, просто вот это наше как бы дополнение, наше ощущение. Я бы добавила звук фанатских голосов и персоналей. Да, это было бы, это очень хорошо дополняло бы всю картину, да, если немножечко повыхватывать каких-то лиц, восторга какого-то, потому что у ребят-то было живое взаимодействие, есть очень много фанкамов, да, которые показывают о том, как кто куда посмотрел, Да, где-то что-то вот. показал, там, да, это, то есть, ну, этого очень много, но вот именно в официальной трансляции этого не было, да. Да, максимум плакаты были показаны, это тоже, кстати, прикольно, Да. очень прикольно. Ну, хотя бы так. Да. И, конечно, невероятное для нас событие заключается в том, что нас показали на экране. Мы представили, так сказать, РУ Арми. Надеемся, что представили достойно. Это было невероятно. Даже не знаю, что сказать. Спасибо всем, ребят, кто нас поддерживал. Спасибо всем, кто заметил нас. Если кто-то не заметил нас на большом экране в зеркальных костюмах под трек Permission to Dance, то вы можете найти эти записи. У нас сейчас в заставке есть небольшой кусочек, да, где нас показывают на большом экране. Это невероятно. Мы очень благодарны всем за поддержку. Мы очень благодарны BTS за то, что они выбрали наше видео. Еще раз повторюсь, это потрясающе, это невероятно, мы очень рады. И особенно спасибо тем, кто нам написал вот буквально сразу, вот когда в первый раз нас показали, в первый же день нам сразу начали писать, что ребята, мы вас видели, и мы просто читали и думали, блин. Да, Вот это очень удача, приятно. это очень круто. Очень приятно, очень здорово, и спасибо всем, кто с нами вместе разделил эту радость и с нами радовался. Это вообще благодарность неимоверная, и это большая заслуга каждого из тех, кто подписан на наш канал, потому что не было бы канала, не было бы, соответственно, этого видео, и не было бы всех этих дальнейших событий. Это все очень важно, и это прежде всего ваша заслуга и благодарность вам. Вот, это были наши эмоции, наш такой обзор, да, всего происходящего, зачем мы следили на протяжении стольких дней. И теперь мы, конечно же, ждем ваши эмоции в комментариях, ваши впечатления, особенно тех, кому довелось побывать на концерте. В общем, очень интересно будет вас почитать и с вами пообщаться. Да? Да, Это был канал. Елена Рэй, Мы с вами увидимся очень скоро в новых видео. И всем пока, спасибо, что вы с нами. пока.